Привет, Армий! Особое чувство дискомфорта возникает, когда реальность отказывается соответствовать ожиданиям. Для некоторых этот дискомфорт становится невыносимым, когда Тэхьон и Чонгук продолжают последовательно и без колебаний демонстрировать, что их близость никуда не исчезла. Людей больше всего беспокоит не сама заметность Тэкука, а ее непринужденность. То, как они без остановки двигаются навстречу друг другу, то, как контакт происходит естественно, без притворства, то, как ни один из них не оглядывается, чтобы увидеть, кто наблюдает. Потому что нельзя отрицать одно – их близость не требует одобрения. В аэропорту Чонгук не колебался, он первым сократил расстояние, он первым протянул руку, он инстинктивно скорректировал свой темп, позу и язык тела по отношению к Тэхьону. И когда он притянул его ближе, это было не громко и не преувеличено, это было нежно, спокойно и совершенно естественно. Тэхьон ответил тем же языком, не словами, а прикосновением. Рука, ласкающая другую руку, пальцы, медленно и целенаправленно обводящие руку, рука, обнимающая плечи Чонгука, притягивая его к себе. Этот взаимный отклик разрушил иллюзию, на которой основаны односторонние повествования. Потому что взаимность не оставляет места для отрицания, а для тех, кто стремится переписать реальность, эта взаимность глубоко тревожит. И все же Тэкук оставались невозмутимыми. Они не меняли своего поведения, чтобы утешить других. Они не отстранялись, чтобы исправить предположения. Они не чувствовали необходимости объясняться. Они просто существовали. Есть причина, по которой некоторые люди так бурно реагируют, когда Тэкук чувствует себя комфортно в общественных местах. Аэропорты, в частности, всегда были местами, где динамика проявляется, а не создается искусственно. Нет сцены, нет контролируемого освещения, нет сценария, которому нужно следовать, только движение, усталость и инстинкт. А инстинкт никогда не лжет. В аэропорту Чонгук вел себя не как человек, тщательно просчитывающий визуальные эффекты. Он вел себя, словно точно знает, куда хочет попасть. Его тело естественным образом ориентировалось на Тэхьона. Шаги замедлялись ровно настолько, чтобы соответствовать его темпу, и внимание вновь и вновь возвращалось к нему без сознательных усилий. Это не было случайностью. И это не было редкостью. На протяжении многих лет Чонгук демонстрировал, что когда Тэхьон находится рядом, его восприятие меняется незаметно, но безошибочно. Его взгляд первым находит его. Его рука без колебаний тянется к нему. Его присутствие смягчается. Это не приобретенные модели поведения. Это глубоко укоренившиеся реакции, сформированные со временем, доверием и привычкой. А привычка, если она подлинная, не исчезает только потому, что другие этого хотят. Многих наблюдателей смущал не только сам контакт, но и ясность начала. Чонгук не ждал, пока к нему подойдут. Он сам сократил расстояние между ними. Он первым протянул руку, он первым наклонился. И тем самым он разрушил тщательно выстроенный нарратив, на который некоторые опирались. Идею о том, что близость течет только в одном направлении или существует только тогда, когда это удобно признать. Но реальность не терпит отрицания. Ответ Тэхьона сделал эту реальность еще яснее. Он не отстранился, он не колебался. Вместо этого он ответил с той же спокойной уверенностью. Его рука задержалась, его прикосновение было медленным, обдуманным и нежным, но не наигранным. Рука, обнимающая Чонгука за плечами, не была заявлением, это было подтверждение. Речь шла не об обладании, речь шла о комфорте. А комфорт, особенно между двумя людьми, которые знают друг друга более 10 лет, не требует разрешения. Именно поэтому это вызвало дискомфорт в некоторых кругах фандома, потому что когда близость взаимна, постоянна и ненавязчива, ее невозможно списать на совпадение. Она перестает быть моментом и становится закономерностью. А паттерны опасны для тех, кто стремится переписать историю.
Один из самых распространенных аргументов, используемых для принижения близости Тэкука, это идея о том, что взаимодействие Чонгука с другими участниками каким-то образом ее нивелирует, как будто привязанность — это ограниченный ресурс, как будто тепло, проявленное к одному человеку, автоматически уменьшает тепло, проявленное к другому. Такой образ мышления говорит больше о наблюдателе, чем о самом Чонгуке. Чонгук всегда был ласковым, открытым и эмоционально выразительным в BTS. Он легко общается, он свободно шутит, он легко и непринужденно перемещается между участниками. Это никогда не было секретом и никогда не противоречило его связи с Тэхёном. Во время перелетов из Кореи в Дубай и из Дубая в Португалию Чонгук общался с несколькими участниками. Он смеялся, он взаимодействовал, он вел себя точно так же, как всегда. И Тэкук по-прежнему чувствовал себя хорошо. Тэхён не выглядел напряженным, Чонгук не выглядел отстраненным, не было ни разрыва, ни неловкости, ни отчуждения. Потому что здоровая близость не требует исключительности, чтобы оставаться настоящей. Потребность представлять взаимодействие Чонгука с другими как доказательство против Тэкука выявляет фундаментальное непонимание. Понимание как личности Чонгука, так и динамики группы BTS. BTS никогда не были группой, где царили жесткие границы или эмоциональная нехватка. Для них всегда важны были общее пространство, пересекающиеся связи и взаимопонимание. Утверждать обратное значит навязывать неуверенность там, где ее нет. Когда BTS прибыли в Дубай, ситуация не изменилась, она продолжилась. Тэкук легко и естественно делили пространство. Их видели вместе в тележке рядом с Намджуном и Хоби, двигаясь как часть группы, но при этом сохраняя свою собственную спокойную динамику. Взгляд Чонгука снова притянулся к Тэхёну. Не драматично, но настолько привычно, что едва ли можно было предположить, что это было сделано намеренно. Взгляд задержался на секунду дольше, чем нужно. Улыбка, которая неосознанно смягчилась. Рука, протянутая без предупреждения. Тэхён, временами частично скрытый за джином, все еще был явно отзывчив. Он оглянулся, он выровнялся, он потянулся, когда это сделал Чонгук. Именно эти моменты имеют значение, не потому что они громкие, а потому что они повторяются. Именно повторяемость делает отрицание таким изнурительным. Потому что сколько бы раз люди не пытались представить эти взаимодействия как незначительные, они продолжают происходить. Тихо, повторяясь, без усилий. И к тому времени, как они прибыли в Португалию, их послание стало недвусмысленным. Идти бок о бок по аэропорту – это не драматический жест. Само по себе это недостойно заголовков. Но в контексте это говорит о многом. Тэхён и Чонгук выбрали близость. Они могли разойтись, они могли идти по отдельности, они могли слиться с разными частями группы. Вместо этого они оставались рядом, двигаясь вместе в общественном пространстве, где каждый шаг был под наблюдением. В их позах не было напряжения, никакой настороженности, никаких попыток что-либо подать или скрыть. Они просто шли. И именно эта простота больше всего смущает людей, потому что она говорит о намерении без спешки, желании без отчаяния, близость без тревоги. Это говорит о двух людях, которые чувствуют себя комфортно именно там, где они находятся. Один из самых показательных аспектов всего этого обсуждения – то, как быстро некоторые люди превращают естественное взаимодействие в конкуренцию. Не потому, что само взаимодействие необычно, а потому, что оно нарушает иерархию, которую они мысленно построили. Например, когда Чонгук позже поговорил с Чимином, реакция со стороны некоторых была незамедлительной. Распространялись скриншоты, выделялись отдельные моменты, истории спешно переписывались, как будто способность Чонгука говорить, смеяться и комфортно сосуществовать с другим участником требовала оправдания. Но в этом взаимодействии не было ничего нового. Чонгук и Чимин всегда легко находили общий язык. Они шутят, подшучивают, открыто разговаривают. Эта динамика существовала годами, бок о бок со связью Чонгука с Тэхёном. Эти отношения никогда не были взаимоисключающими, и BTS никогда не представляли их таким образом. Проблема возникает только тогда, когда люди настаивают на навязывании бинарной оппозиции там, где ее нет.
Почему близость должна быть исключительной, чтобы считаться реальной? Почему привязанность должна быть постоянной, чтобы считаться действительной? Потому что если Чонгук может открыто проявлять привязанность к Тэхёну, одновременно естественно взаимодействуя с другими, то вся система сравнений рушится. Становится невозможным утверждать, что одна связь стирает другую, и это осознание глубоко тревожит тех, кто полагается на противоположные точки зрения для подтверждения своей позиции. Дискомфорт возникает не от того, что видно, а от того, что нельзя контролировать. Динамика отношений Тэкука тревожит некоторых, потому что она не разыгрывается ради одобрения, она не требует правильной интерпретации, она просто существует. А существование без объяснений угрожает тем, кому нужно, чтобы все аккуратно вписывалось в заранее определенные роли. То, что мы увидели в аэропорту, не было преувеличенной привязанностью. Это была непринужденность, та, которая со временем становится неотъемлемой частью тела. Та, которая проявляется в шаге, в позе, в инстинктивном стремлении. Чонгук не выглядел растерянным, Тэхён не выглядел неуверенным. Между ними не было видимых переговоров, только непринужденность. И непринужденность часто ошибочно принимают за безразличие тех, кто приравнивает интенсивность к подлинности. Но на самом деле непринужденность – это то, что остается, когда доверие уже установлено. Вот почему попытка представить взаимодействие Чонгука с другими как доказательство против Тэкука кажется такой пустой. Она неправильно понимает природу зрелой близости. Она предполагает, что привязанность должна быть громкой, чтобы быть значимой, или исключительной, чтобы быть искренней. Ни одно из этих предположений не соответствует действительности. При рассмотрении хронологии с 1 по 3 февраля повествование становится еще яснее не из-за грандиозных жестов, а из-за преемственности. 1 февраля Тэхён был замечен в Сеуле в заключительный день своей выставки. Поклонники, встретившиеся с ним, подробно описали его наряд: кей-брюки хаки, джинсовая куртка и фиолетовый свитер. В тот момент это казалось обычным наблюдением, еще одним мимолетным моментом между артистом и зрителем, но задним числом детали становятся яснее. Всего 2 дня спустя, 3 февраля, китайский шеф-повар Хоу Дог Джук опубликовал в Instagram фотографию, на которой были Джин, Намджун, Чонгук и Тэхён. Обстановка и время явно указывали на то, что они вместе обедали незадолго до отъезда группы. Внезапно все встало на свои места. 1 февраля. Тэхён в Сеуле. 2 февраля. Тэкук вместе в аэропорту, заметно близко. 3 февраля. Подтверждение того, что Тэхён и Чонгук провели время наедине с Намджуном и Джином. Это не было совпадением, это было продолжением. Аэропорт не был внезапным воссоединением или спонтанным проявлением чувств после долгой разлуки. Это было просто публичное продолжение связи, которая уже существовала в частном порядке. И именно поэтому попытки дискредитировать это настолько неэффективны. Потому что близость, существующая как вне камеры, так и на камеру, не зависит от игры. Она не нуждается в преувеличении. Она не рушится под пристальным вниманием. Стремление отвергнуть взаимодействие Тэкука часто проистекает из более глубокого страха – страха ошибиться. Если близость Тэкука подлинная, последовательная и взаимная, то многие давние предположения теряют свою основу. Нарративы, построенные на отдельных моментах, начинают рушиться. Интерпретации, основанные на предпочтениях, а не на наблюдениях, становятся сложнее защитить. И именно поэтому попытки дискредитировать это настолько неэффективны. Потому что близость, существующая как вне камеры, так и на камеру, не зависит от игры. Она не нуждается в преувеличении. Она не рушится под пристальным вниманием. Стремление отвергнуть взаимодействие Тэкука часто проистекает из более глубокого страха – страха ошибиться. Если близость Тэкука подлинная, последовательная и взаимная, то многие давние предположения теряют свою основу. Нарративы, построенные на отдельных моментах, начинают рушиться.
Интерпретации, основанные на предпочтениях, а не на наблюдениях, становятся сложнее защитить. И вместо того, чтобы пересмотреть эти предположения, некоторые предпочитают атаковать сами моменты. Они называют это фан-сервисом, они называют это совпадением, они называют это преувеличением. Что угодно, лишь бы им не пришлось принимать то, что очевидно. Но реальность не исчезает от неудобства. В конце концов, все это не о том, чтобы что-то кому-то доказывать. Речь идет о признании того, что уже есть. Тэкук не нуждается в подтверждении через исключение. Их динамика не зависит от того, игнорирует ли Чонгук других или изолируется Тэхьон. Она существует в более широком контексте BTS, группы, построенные на общей истории, многослойных отношениях и эмоциональной открытости. С BTS все в порядке, с Чонгуком все в порядке, с Тэхьоном все в порядке, и с Тэкук тоже все в порядке. То, что мы наблюдали, было не противоречием, а гармонией. Гармонией, которая позволяет множеству связей сосуществовать, не принижая друг друга. В ходе всех этих моментов становилось все яснее не просто наличие близости, но и ее постоянство. Тэкук не казались близкими только тогда, когда на них были направлены камеры, и их взаимодействие не выглядело постановочным или зависящим от времени. Все происходило естественно, независимо от того, были ли они окружены участниками группы, репортерами или просто перемещались с места на место. Не было никакого стремления что-либо доказать, никаких преувеличенных жестов, призванных привлечь внимание. Вместо этого бросалось в глаза, насколько инстинктивным казалось их поведение, как легко Чонгук тянулся к Тэхьону и как непринужденно Тэхьон принимал его присутствие. Эти моменты не требовали интерпретации, они просто существовали, спокойные и непринужденные. Некоторых людей смущает именно эта непринужденность, потому что непринужденность нельзя опровергнуть, она не зависит от монтажа, ракурсов или выборочных фрагментов. Когда кто-то неоднократно выбирает одного и того же человека из-за комфорта, близости и общего пространства в разных странах, в разные дни и при разных обстоятельствах, это перестает быть совпадением. И все же близость Тэкука никогда не достигалась за счет других. Смех Чонгука с Чимином, шутки с Намджуном или теплое общение с Хобби не ослабляют того, что его объединяет с Тэхьоном. В любом случае, это подчеркивает эмоциональную зрелость BTS. Эта группа никогда не действовала на основе исключения, конкуренции или жестких границ. Их сила всегда заключалась в балансе. Тэхьон и Чонгук прекрасно существуют в этом балансе. Они не изолируются от группы и не размывают то, что их объединяет. И то, и другое может сосуществовать, и они это делают. Возможно, это самая показательная часть всего. Отношения Тэкука не нуждаются в постоянстве, чтобы быть настоящими, и не нуждаются в эксклюзивности, чтобы быть значимыми. Это проявляется в тихих жестах, в повторяющихся решениях, в том, как они возвращаются друг к другу, не задумываясь. По мере того, как BTS двигаются вперед в этой новой главе, становясь старше, опытнее и свободнее в своем поведении в общественных местах, эти моменты, вероятно, будут продолжать появляться. Не громче, не драматичнее, а яснее, более основательно, более уверенно. Потому что то, что мы видим сейчас, это не изменение их связи, а комфорт в ней, ощущение, что им больше не нужно измерять, насколько близко слишком близко, или когда слишком много. Они просто есть, вместе, непринужденно и беззастенчиво присутствуют. И именно это, больше, чем любое отдельное взаимодействие, действительно остается с нами. В конце концов, все это не о том, чтобы убедить тех, кто отказывается видеть. Речь идет о том, чтобы распознать то, что, как всегда, они были рядом. Два человека, которые с легкостью, доверием и тихой уверенностью движутся навстречу друг другу. Тэхьон и Чонгук не афишируют свою близость. Они не защищают ее, не объясняют и не переделывают под ожидание. Они просто живут ею, спокойно, естественно и без страха. И, возможно, именно это делает ее такой сильной.
Когда BTS вступают в новую главу, мы видим не создание чего-то нового, а то, как знакомому дается возможность дышать свободнее. Связь Тэкука остается прочной, искренней и непоколебимой, не тревожимой шумом, не затронутой отрицанием. И, возможно, это самая ясная истина из всех. Настоящая связь не нуждается в разрешении для существования.